Джинсовая переделка, в которой нет строгих правил, только старый деним и фантазия. Сегодня уходим от скучных квадратов и создаем дизайны свободных волнообразных линий. Вариант почти дизайнерский. Покажу, как сшить стильный коврик, не мучаясь с бумажными выкройками. Буду использовать спанбонд и как шаблон, и как основу. Всегда беру плотность не ниже 100 грамм на метр. Одна сторона у него гладкая, вторая фактурная, шершавая. Это не тканый материал, но он очень прочный. Даже такую узкую полоску вы не сможете разорвать, даже если очень захотите. Заменить спанбонд можно любой тканью с учетом ваших предпочтений. Джинсы. Сегодня отдала предпочтение светлым тонам. Такая лицевая сторона мне не подходит. Буду использовать изнанку. Сегодня никаких потертостей, только сплошной однотонный цвет. Синтепон сделает коврик теплым и мягким под ногами. У меня плотность 100 грамм на метр. Вырежу из спанбонда прямоугольник с запасом 150 на 90 сантиметров. На нем сделаю разметку готового изделия, оставляя по краям припуски для обработки срезов. 4 сантиметров будет вполне достаточно. Тот самый момент, когда нужно поработать дизайнером. Линии рисую мелом просто от руки, как подсказывает моя фантазия. Разметку наношу на гладкую сторону полотна. Шершавая останется наружу для лучшего сцепления с полом. Шаблон готов, и по правилам его нужно сделать из бумаги и разрезать на отдельные детали. Но я сегодня шью без правил. Собирать детали буду прямо по разметке на спанбонде. Первую деталь пока оставлю и начну сразу со второй. Она будет из джинсов в полоску, и здесь нужно выбрать оптимальный вариант направления рисунка. Отрежу полосы нужного размера и соединю их между собой. Соединяла под наклоном, лишнюю ткань срезала, припуски закрепила дополнительной строчкой, так будет надежнее. Прикладываю заготовку к шаблону и, подглядывая вниз, переношу линию на ткань. С точностью до миллиметра повторять не обязательно. Дальше поймете, как это работает. Вырезаю, оставляя припуск 1 сантиметр. Собрала заготовку для второй детали. Все заготовки собираю по одному принципу. Они почти все имеют форму полукруга. Соединений много, и чтобы они все выглядели одинаково, дополнительную строчку прокладываю с помощью специальной лапки. Это упрощает работу, и результат всегда отличный. Заготовку кладу на шаблон. Смотрю, чтобы везде ткань заходила за линию. Возвращаю предыдущую деталь на свое место. Нижнюю линию совмещаю с разметкой. Верхний срез обведу по контуру мелом. Отогну деталь, чтобы не мешала, и срежу лишнюю ткань, оставляя припуск 1 сантиметр. Сделаю несколько контрольных точек. На полосатой ткани метки не видно, продублирую их булавками. Переворачиваю деталь. Сразу соединю контрольные точки. Затем все расстояния между ними. Прошиваю с отступом от края. Длина стежка 2,5 мм. Припуск 1 см. Чтобы после выворачивания шов был ровным и аккуратным, делаю небольшие надрезы. Деталь отворачиваю и хорошенько отглаживаю. Ткань выравнивается, строчка занимает свое место. Припуски заутюживаю на сторону второй детали. Потом я по ним буду прокладывать строчку. Заготовки возвращаю на шаблон, совмещаю с разметкой. Слежу, чтобы по краям полосы перекрыли разметку. Делаю даже с небольшим запасом. Дублирую линию по верхнему срезу. Вырезаю с отступами на швы 1 см. Добавляю следующую деталь и повторяю с ней те же действия. Детали разного размера, немного отличаются по форме, но принцип сборки у всех одинаков. И не надо бояться кривых линий, ничего страшного в них нет, даже если на первый взгляд вам кажется иначе. Собираю дальше полотно до середины. Все полосы подобрала разного цвета.
Переход сделала от светлых тонов к более темным. В угол вставила лоскутную деталь. Большая часть работы уже сделана. Осталась центральная деталь, которая соединит обе стороны коврика. Собирать я ее буду из обрезков, которые у меня остались. Недавно делала большой проект из обрезков, и в запасе почти ничего нет. Лоскутную полосу из джинсовых обрезков собираю постепенно. Подбираю кусочки по цвету, чтобы полотно смотрелось интересно. Складываю 2 подходящих фрагмента лицом к лицу. Прокладываю строчку и обязательно срезаю лишнюю ткань на припусках. Отгибаю и закреплю дополнительной строчкой. Джинс плотный, и заутюжить его не получится. Дальше пришиваю следующий кусочек, подравниваю срез и фиксирую строчкой. Она сделает соединение прочнее, и коврик прослужит дольше. Собирать можно сразу целую полосу нужной длины или подготовить несколько фрагментов и потом соединить их. Закончила сборку лоскутной полосы и соединила все детали вместе. Визуально мне не понравилось, как выглядят полосатые детали в этой композиции. Частично заменила их на серый цвет, а оставшуюся часть сделала лоскутной. Если что-то не нравится, я всегда переделываю, чтобы потом об этом не жалеть. А как поступаете вы в такой ситуации? Спанбонд поработал шаблоном и теперь будет обратной стороной коврика. Он придаст ему стабильность. И теперь сверху добавлю мягкости. Собрала все 3 слоя вместе, и чтобы соединить их между собой, проложу строчку по краю деталей со стороны припусков. Подрезать край буду после, поэтому намечу булавками место для закрепки, где будет начинаться шов. Думаю, такие нитки сюда подойдут идеально. Вместо булавок проложу наметку. Это более надежный способ. Булавки часто теряются во время работы. В этом проекте линии кривые, и лучше подстраховаться. Это не займет много времени, зато потом упростит работу. Нитки заправляю сразу 2 в одну иглу. Всегда делаю тестовый образец. Строчка будет идти по припускам, поэтому 3 слоя джинса, синтепон и подложка. На таких изделиях хорошо работает шагающая лапка. Если у вас есть, не забывайте о ней. Я разницы не увидела и оставила обычную тефлоновую лапку. С ней процесс пойдет немного быстрее. Соединять детали начала от центра. Строчку прокладываю, отступив от края пару миллиметров. Для такой толщины я беру иглу для джинса номер 100. Она легко пробивает все слои. Не торопитесь, бытовая машина не любит спешки на толстых слоях. Дайте ей возможность самой продвигать ткань, а вы лишь слегка помогайте и направляйте куда надо. Самый сложный этап позади. Синтепон слегка приподнял ткань и добавил ей объем. Строчка в 2 нитки смотрится объемно и фактурно. Длина стежка здесь 4 мм. Такая строчка получается выразительной и хорошо видна на плотной ткани. С обратной стороны тоже полный порядок. Никаких защипов. Все ровно и аккуратно. Теперь, когда с размером все понятно, можно выровнять край. На окантовку я оставляла 4 сантиметра. Сделала разметку по лицевой стороне и срежу все лишнее. Обрабатывать срезы подкладкой – это самый простой и экономный вариант. Загибаю припуск до края среза, затем огибаю им срез и фиксирую зажимом. Дальше формирую диагональ. Опять загибаю припуск до края среза и накрываю второй стороной. На спанбонде это делать легко, и уголок получается всегда четкий. Предварительно ничего не скалываю и не сметываю. Спанбонд очень послушный, работать с ним одно удовольствие.
Уголкам уделяю немного больше внимания. Небольшая закрепка по диагонали. 2 стежка в одну сторону, разворачиваюсь на игле, возвращаюсь назад и продолжаю по краю окантовки. Сегодня я взяла спанбон цвета хаки, чтобы не было сильного контраста между светлым джинсом и черным спанбондом, который я обычно использую. Коврик готов. Он мягкий, но в то же время отлично держит форму. В комментариях часто спрашивают, как я стираю такие коврики. Коврик легкий, свободно помещается в стиральную машину. Отжим ставлю минимальный. Дизайн выглядит современно и эффектно, и при всем этом он еще и бюджетный. Сшить его можно самому из того, что обычно выбрасывают. Размер готового коврика 140 на 80 сантиметров. Он отлично смотрится в комнате, добавляет уюта и стиля интерьеру. В ванной он тоже будет на своем месте, практичный, плотный и приятный к ногам. В принципе, сюда я его и планировала изначально. Напишите в комментариях, какой вариант ближе вам. Хочу сказать спасибо всем, кто смотрит мои видео до конца. Благодарность спонсорам, которые нашли возможность поддержать канал материально. А я на этом с вами прощаюсь. До новых рукодельных встреч!